Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу показать и рассказать о технике реза прививочным ножом на себя. О том, как выбрать нож для правши или левши. Я снимал предыдущий видеоролик, кому интересно, можете пройти посмотреть. Прежде всего, нож должен быть достаточно острым, чтобы при выполнении любой прививки было значительно меньше прилагалось усилий, и у вас будет получаться качественный и ровный рез. То есть нож должен быть достаточно острым. То есть с помощью острого ножа это уже ваша прививка, можно сказать, это половина успеха. Также при выполнении данной прививки и работы в общем с прививочным ножом, прежде всего нужно обращать внимание на технику безопасности. Если вы не знакомы с прививочным ножом, как бы начинаете этим делом заниматься, то есть на первоначальных этапах заматывайте пальцы рук, то есть вот эти вот два пальца и большой палец на правой руке, если вы правша. Если вы левша, то есть соответственно наоборот. Берем нож в руку уверенно и смотрим, обращаем внимание, нож как бы держим не перпендикулярно, как бы, да, а делаем как бы немножко как бы в сторону, чтобы она была продолжением вашей руки. То есть она как бы немножко как бы вытягивается. Берем в одну руку черенок и вот таким вот образом делаем срез. Я сейчас первый раз покажу быстро, а потом покажу и укажу на те нюансы, на которые нужно обращать внимание. То есть берем черенок и вот таким вот образом делаем срез. То есть одним движением разрезайте. На что нужно обращать внимание? Прежде всего, черенок и нож должен как можно ближе находиться к месту среза. То есть смотрите, обращайте внимание, у меня руки практически касаются друг друга. То есть если вы боитесь ножа и стараетесь держаться подальше, то есть вот это вот неправильное движение, так как черенок болтается и вы риск получить травму намного выше. То есть держим нож уверенно, черенок, и стараемся держаться как можно ближе к месту среза. Также большой палец, чтобы не получить травму, стараемся держать за лезвием ножа. Вот таким вот образом. Видим, да, как у меня черенок зафиксирован. То есть смотрите, положение руки. Также нож держим не под прямым углом под 90, а как бы немножко больше. То есть с помощью этого движения, то есть вы черенок тянете влево от себя, а нож как бы тянется вправо и вниз. То есть вот приблизительно это происходит вот следующим образом. То есть она идет вот скользящим движением. То есть вот таким вот образом. А угол, который вам нужно, вы с помощью угла ножа выставляете тот угол, который вам необходим. Я сниму данный этап как можно ближе. Постараюсь вам его выложить. Смотрим еще раз. То есть с помощью данной техники можно выполнять как затачивание черенка на клин, да, и также можно выполнить данный прием, то есть технику среза на себя при выполнении настольных прививок с помощью прививочного ножа. То есть улучшенной капулировкой, как бы данная техника вам позволит ее выполнять. То есть берем черенок, фиксируем, да, и с помощью скользящего движения, то есть резко вниз, стараемся делать одним движением. Сейчас я вам попытаюсь показать его, как можно выполнить для прививки, допустим, для затачивания на клинышек. То есть вот берем, разрезаем и вот таким вот образом делаем его одним движением. Переворачиваем черенок, да, выставляем с другой стороны, смотрим большим пальцем, жестко фиксируем, да, и выставляем ножом тот угол, который вам необходим. И вот таким вот образом получается выполнение под клин. А если вы будете делать, допустим, настольную прививку, капулировку, я постараюсь снять отдельный видеоролик о технике выполнения капулировки. Отдельным видеороликом я коснусь этой темы. При выполнении данной техники среза, да, вы с помощью прививочного ножа можете с успехом выполнять ту работу, которую бы вы могли бы выполнить с помощью прививочного секатора. Но это тема для отдельного
видеоролика, я коснусь ее отдельно в отдельном видеоролике. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы все ваши желания исполнились. Всем пока, до новых видео.